привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео поделюсь с вами очередными вкусными и полезными рецептами для похудения и правильного питания. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на канал, если ви до сих пор ще этого не сделали, а також, якщо ви з України, то обов'язково приєднуйтесь до мене на моєму другому каналі, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А ще підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропустити ще більше смачних рецептів та корисної інформації щодо схуднення. Так как уже понемногу начинается сезон ягод, то первый рецепт будем готовить из них. У нас уже есть клубника, поэтому я беру примерно 200 грамм, промываю хорошенько водой и далее буду очищать ее от хвостиков. Конечно же, вместо клубники можете взять любую другую ягоду на ваш вкус, и в принципе можно использовать и размороженную. Делаем из нее такое пюре, хотя не обязательно, чтобы оно было максимально однородным, допустимо, чтобы были немного кусочки. Добавляем 25 грамм семян чиа и 150 грамм йогурта. У меня натуральный йогурт без добавок. И советую вам тоже брать такой, в котором в составе нету сахара и подсластителей. Подсластители мы уже добавим отдельно, и это может быть либо же мед, либо же, если вы хотите снизить калорийность, то используем натуральные сахарозаменители, такие как эритрит или стевия. Распределяем по порционным стаканчикам, у нас получилось как раз 2 порции, и сверху я еще немного украшу нарезанной кубиками клубникой. Ставим в холодильник на несколько часов, либо же на ночь, чтобы пудинг загустел, и он отлично подойдет в качестве вкусного и полезного перекуса. А далее перейдем к очень вкусному и высокобелковому блюду. Возьмем 600 грамм куриного филе грудки и 400 грамм филе бедра уже без косточки и шкурки. Их нарежем на кусочки среднего размера, так как дальше нам из них необходимо будет сделать однородный фарш, для которого будем использовать блендер. Если же у вас есть в наличии только мясорубку, тогда придется фарш перегнать несколько раз, потому что нам нужно, чтобы масса была максимально однородной. К мясу я добавила пару зубчиков чеснока и специй. У меня это сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех. Также добавляю 100 мл сливок 10% жирности и 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем, чтобы масса у нас получилась максимально однородной и вязкой. По желанию можно к ней добавить немножко свекольного сока, и тогда будет она у нас слегка розового цвета. Ну а теперь формируем колбаски. Я это делаю с помощью пищевой пленки. Если у вас есть специальная пленка для сосисок, то, конечно же, лучше использовать ее. Старайтесь сделать это максимально плотно, чтобы все лишние пузырьки выходили, но если они все-таки немножко будут, ничего страшного. Раскатываем сначала одну длинную колбаску и разделяем ее на несколько частей. На одну такую тройную я положила 180 грамм фарша, то есть одна сосиска у нас будет весом 60 грамм. Можно варьировать размер по вашему вкусу, но мне больше нравится так. Нитками завязываем узелочки, и теперь сосиски я сначала буду отваривать. Варятся они 15 минут на слабом огне. После чего я отправлю их в морозилку, и там они будут храниться до тех пор, пока мне не пригодятся. Потом я буду просто разогревать их, размораживать, они уже будут готовы. Можно будет их просто слегка отварить пару минут до разморозки, либо же поджарить слегка на сухой сковороде, чтобы у них была золотистая корочка. Это очень вкусно и намного полезнее магазинных сосисок. Для следующего рецепта мне понадобится киноа. Не знаю, почему все ругаются по поводу этого блюда, потому что у нас эта крупа продается, уже, по-моему, даже в каждом АТБ. Поэтому не вижу проблемы с ее доступностью. По-моему, это все равно, что купить гречку. По цене она также не намного дороже. Отвариваю я ее до готовности, так как указано на упаковке. И далее займусь овощами. Здесь у меня помидоры черри, их разрезаю на небольшие кусочки. Всего их я взяла 100 грамм. Далее возьму одно вареное куриное яйцо и нарезаю его кубиками. Также возьму немного слабосоленой семги, здесь ее у меня 40 грамм, нарезала ее тонкими кусочками. Вместо нее можно взять консервированный тунец в собственном соку. Ну и, конечно же, возьмем как можно больше зелени, сколько хватит на одну порцию. Добавляем томаты, нарезанное яйцо, также немножко рыбки и в качестве углеводной составляющей киноа. Довольно полезная крупа, которая также содержит в себе большое количество растительного белка. А если киноа не хотите, можете просто сварить гречку, будет в принципе тоже неплохо. Для заправки беру 1 чайную ложку американской горчицы, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку кунжутной пасты тахини и немного лимонного сока. Перемешиваю, и получается просто невероятно вкусный соус. Я последнюю неделю заправляю ним буквально все. Ну а чтобы наше блюдо было еще более полезным, добавим немного семечек. У меня это семена тыквы и льна. Вот такой сбалансированный обеда-ужин у нас получился.
Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Там есть разные варианты меню по калорийности и длительности, и сейчас как раз последнюю неделю действует скидка на мое меню для нее, для него. Оно есть как отдельно для женщин, для мужчин, и есть комбинированная версия для тех, кто хочет питаться правильно вместе со своей второй половинкой. В общем, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Но для следующего рецепта возьмем красную чечевицу, здесь ее 150 грамм. Ее необходимо сначала хорошенечко промыть водой до прозрачности воды, и после чего я добавляю к ней 150 мл воды комнатной температуры и оставляю так на несколько часов, пока она не будет выглядеть вот так. Теперь добавляю к ней немного соли, примерно 1/3 чайной ложки, также ложку базилика сушеного и немного копченой паприки. Перемешиваю это все и буду блендерить. Тут, кстати, я сначала воспользовалась погружным блендером, но он плохо с этим справился, поэтому пришлось массу пересыпать в обычный блендер, и он как раз справился с этим отлично. Масса должна у нас быть максимально однородной. У меня есть специальная форма для выпекания пиццы, можно просто взять обычную круглую, застилаю пергаментом и отправляю на нее нашу массу. Распределяю ее равномерным тонким слоем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Как раз этого будет достаточно, чтобы корж схватился. Тем временем подготовлю начинку. Она может быть любая на ваш вкус. Я в этот раз использовала то, что нашла у себя в холодильнике. Это был перчик. Также взяла немного куриного филе, примерно 100 грамм. Просто разделяю его на небольшие кусочки. Также из овощей я добавлю грибочки. И, конечно же, это будет тертый сыр, 50 грамм. Как видите, корж уже хорошенько приготовился. Смазываю его томатным пюре, здесь где-то его примерно 40 грамм. Чтобы наше блюдо было более сочным, пюре можно не экономить. Далее добавляю тертый сыр, как я уже говорила, здесь его 50 грамм. Ну и сверху выкладываю кусочки куриного филе, овощи, в общем, всю остальную начинку. Ну а теперь снова возвращаем в духовку, примерно еще минут на 7-10, так как практически все у нас здесь готово, а грибы тонко нарезанные будут готовиться довольно быстро. Посыпаю сверху итальянскими травами и рукколой. Ну и теперь можно кушать нашу высокобелковую пиццу. Ее хватит как раз на 2 сытные порции, а в 100 граммах целых 16 грамм белка. Следующий рецепт не идеален для похудения, но это отличный вариант на случай, когда вам хочется заменить чем-нибудь полезным снеки, чипсы, сухарики и так далее. Будем сейчас готовить более полезную альтернативу для них, которую все равно все-таки тоже нельзя кушать в неограниченном количестве. Думаю, все это понимают. Нам понадобится 100 грамм лаваша, я взяла 2 видов, обыкновенный и со шпинатом. И нам необходимо его нарезать на такие треугольнички маленького размера, примерно, чтобы они были одинаковые. Далее выкладываем их на противень, застеленной пергаментом, распределяем более-менее равномерно, чтобы они сильно не накрывали друг друга. Сверху добавлю немного масла. С помощью пульверизатора это удобно сделать, тогда его не будет слишком много. И посыпаю теперь специями. У меня это итальянские травы, сушеный чеснок, копченая паприка. В общем, все ароматное и вкусное. А соль я добавила совсем чуть-чуть сверху. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку, примерно минут на 7. Смотрите по состоянию, чтобы они сильно не пересушились, поэтому все зависит от вашей духовки. У меня они готовились 7 минут, подрумянились, стали уже такими хрустящими и, конечно же, очень ароматными. Поэтому в следующий раз, когда захочется похрустеть чем-нибудь вкусным, вместо магазинных снеков, я советую попробовать вот такое вот блюдо. Думаю, вам понравится. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. С вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.